Вы на канале Сказки-рассказки. Здравствуйте, дорогие ребята! Послушайте сказку, которая называется «Гречиха». Часто, когда после грозы идешь полем, видишь, что гречиху опалило до черна, будто по ней пробежал огонь. Крестьяне в таких случаях говорят: это ее опалило молнией. Но почему? А вот что я слышал от воробья, которому рассказывала об этом старая ива, растущая возле гречихного поля. Дерево такое большое, почтенное и старое-престарое, все корявое, с трещиной посередине. Из трещины растут трава и ежевика. Ветви дерева, словно длинные зеленые кудри, свешиваются до самой земли. Поля вокруг ивы были засеяны рожью, ячменем и овсом, чудесным овсом, похожим, когда созреет, на веточки, усеянные маленькими желтенькими канарейками. Хлеба стояли прекрасные, и чем полнее были колосья, тем нежнее склоняли они в смирении свои головы к земле. Тут же возле старой ивы было поле с гречихой. Гречиха не склоняла головы, как другие хлеба, а держалась гордо и прямо. «Я не беднее хлебных колосьев», — говорила она, — «да к тому же еще красивее. Мои цветы не уступят цветам яблони. Любо-дорого посмотреть. Знаешь ли ты, старая ива, кого-нибудь красивее меня?» Но ива только качала головой, как бы желая сказать: «Конечно, знаю». А гречиха надменно говорила: «Глупое дерево, у него от старости из желудка трава растет». Вдруг поднялась такая страшная непогода, все полевые цветы свернули лепестки и склонили свои головки. Одна гречиха красовалась по-прежнему. «Склони голову», — говорили ей цветы. «Незачем», — отвечала гречиха. «Склони голову, как мы», — кричали ей колосья. «Сейчас промчится под облаками ангел бури. Крылья его доходят до самой земли. Он снесет тебе голову, прежде чем ты успеешь взмолиться о пощаде». «Но я все-таки не склоню головы», — сказала гречиха. «Сверни лепестки и склони голову», — сказала ей старая ива. «Не гляди на молнию, когда она раздирает облака. Сам человек не дерзает этого. В это время можно заглянуть в само небо Господне, а за такой грех Господь карает человека слепотой. Что же ожидает тогда нас? Ведь мы, бедные полевые злаки, куда ниже, ничтожнее человека». «Ниже?» — сказала гречиха. «Так вот же я возьму и загляну в небо Господне». И она в самом деле решилась на это в своем горделивом упорстве. Тут такая сверкнула молния, как будто весь мир загорелся. Когда же снова прояснилось, цветы и хлеба, освеженные, омытые дождем, радостно вдыхали в себя мягкий чистый воздух. А гречиха была вся опалена молнией. Она погибла и на никуда больше не годилась. Старая ива тихо шевелила ветвями на ветру. С зеленых листьев падали крупные дождевые капли. Дерево будто плакало, и воробьи спросили его: «О чем ты? Посмотри, как славно кругом!
как светит солнышко, как бегут облака. А что за аромат несется от цветов у кустов? О чем же ты плачешь, старая ива? Тогда ива рассказала ему о высокомерной гордости и о казни гречихи. Гордость всегда ведь бывает наказана. От воробьев же услышал эту историю я. Они прощебетали мне ее как-то раз вечером, когда я просил их рассказать мне сказку. Вот и все. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.